Здравия! Друзья, благая весть, случилось чудо. Клянчил несколько раз в роликах денег, и наконец-то, спустя год, мне кто-то задонатил на тему права цельных 300 рублей. Премного благодарен. Знаете, что скажу по этому поводу? Если взять нормальные, якобы странные, ну тот же США, но понятно, что случай особый, и они весь мир обувают на тему закупок их гособлигаций на десятки лет под условно нулевые проценты, которые тупо сожрет инфляция. Но люд эти деньги не видит. И я понимаю, что там все очень неоднородно. Как и везде, есть и бомжи, и олигархи, и конченное правительство, угнетающее население своими бандитскими налогами, которые они тратят на водку и шлюх, но никак не на народ. Это везде одинаково. А вот на низах все друг другу платят за услуги. Дополнительно делятся энергией, давая чаевые. Если происходит какое-то кидалово, то есть суды, и это обычно проворачивают выходцы из нашего с вами любимого СССР. А что у нас происходит? Каждый старается поездить на чужой шее. Либо кинуть на бабки, а в якобы судах потом съезжают по неправильно оформленному договору, например. В результате за бугром процветания и высокий уровень жизни, а мы имеем увядание деловой активности. А потом удивляемся, что все делают спустя рукава, и нормального специалиста не найти. А на стройке сколько работяг кидают, прямо отдельная тема. Короче, веду к тому, что разочаровался и утомился от блогинга. Мне есть много чего еще интересного рассказать, но крипта все никак не накормит, а дальше жить в режиме бомжа я уже не могу. Никто не донатит. И продать жопу рекламе невозможно. Для этого требуется минимум 10 тысяч подписчиков. А канал застрял и не растет. Тема права будет теперь все реже. Обязательно сделаю ролики по копии и доделаю начатое. Попробую еще тему компов. Но в целом, скорее всего, буду заниматься чем-то еще по жизни. Уже 2 года прошло, пора завязывать. Неужели никто не понимает, что каждому хочется кушать? Так тяжело встать на ту же подписку на Бусти хотя бы на 100 рублей в месяц. Короче, печалит меня все это. Опять потратил время жизни на какую-то херню. Энтузиазм погас. Теперь продолжим по теме. Кстати, с прошлого ролика опять правки внесли. Статья 14. Порядок приема в гражданство Российской Федерации. 1. Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьями 15 и 16 настоящего федерального закона принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган на основании заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о приеме в гражданство Российской Федерации. 2. Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 17 настоящего федерального закона принимает президент Российской Федерации на основании обращения руководителя федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, либо автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Да, возможности грабить и держать в нищете населения при самой огромной ресурсной базе на Земле. Еще представьте, что первое лицо в государстве сидит по ночам и изучает дела желающих, оно же якобы президент, на содержание коего его администрация тратится 30 с чем-то миллиардов рублей в год. Просто почитайте федеральный бюджет. И каждый год рост на 25%. Помните ролик, когда этот клоун рассказывал, что 8 лямов в год получает и костюмы одни и те же бомжатские? А еще, помнится, ручек недавно по 80 тысяч закупили. Уже уголовное дело наклевывается. Предвижу кремлеботов, которые расскажут, мол, а что, президент должен писать дешевыми ручками? Это же не солидно. Ну тогда, он же слуга народа в теории. Смешно, конечно. Короче, эти 30 миллиардов осваиваются как надо. Знаете, при желании можно легко скроить с такого бюджета сколько-то лямов и организовать карательный отряд, который бы наводил порядок в регионах. Это буквально ничего не стоит. Да, есть осознанные сейчас,
которые помогают выходить из окон чиновникам и ворам. Но там серая зона. Их мало, и почему это происходит – отдельный вопрос. Верующие в президента удивляют. Там тупо воровство, мы им не нужны. Точнее, максимум рабами на заводе. Или в нефтяной трубе атакующие родственников. Кстати, они все сейчас от болезни легких помирают. И новости о том, что нашли виновного в невыплате им каких-то пособий от режима. Ну просто ленты новостные отслеживайте. Там максимум кринжа происходит. А по теме это интересный пункт. По нашим южным друзьям выходят указы о приеме в гражданство канцелярии РФ. Это типа юмор, который не юмор. И как видите, с каждым годом желающих все меньше. Мне интересно, что им в паспорте пишут. Точнее, есть лишь штампик. Ну, про нарушение документооборота, думаю, сами понимаете. Еще забавен товарный штрих-код. 210 или 2100 под указами. Друзья, если кто недавно проходил, присылайте фотки бланка паспорта. И есть ли там штампик? Замажу персональные данные или сами и покажу в ролике. Статья 15. Прием гражданства Российской Федерации. 1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшее возраста 18 лет и обладающее дееспособностью, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, при условии, что указанный иностранный гражданин или лицо без гражданства обязуется соблюдать Конституцию Российской Федерации, принести в соответствии со статьей 21 настоящего федерального закона присягу гражданина Российской Федерации, а также одновременно соответствует следующим требованиям. Дальше тут идет подвязка, чтобы условно узбеки хотя бы говорить умели. Но на стройках что-то не так с этим. Взятки, что ли, берут выдающие паспорта? Диаспора решает. А интересно, тут присяга гражданина. Она будет дальше. И там открытая и незакрытая скобочка. Опять пошло вексельное право. Можете просто прийти, сказать «я» и дальше ничего не читать. Поскольку в скобочках просто пояснительная информация, пустая по сути. Комментарий, который ничего не значит. Всем добра, здоровья, процветания и денег.